Друзья, сегодня я приглашаю вас в увлекательное путешествие по Майорке. Я покажу вам самые красивые места, которые обязательны к посещению. Вы увидите все самое лучшее, что остров может предложить. Итак, мы начинаем. Топ-10 лучших мест Майорки. В XIV веке арагонский король Хайма II решил построить летнюю резиденцию в живописной местности. Замок де Бельбер – это шедевр в готическом стиле, он находится в нескольких километрах от Пальмы де Майорка и расположен на холме с очень живописными видами. Это единственное строение в Испании готического стиля, которое имеет круглую форму. Изначально это строение имело жилые и оборонительные функции. Затем замок использовался в качестве тюрьмы. Вдова и сыновья Хайма II провели в ее застенках большую часть своей жизни. Сейчас в замке Бельбер располагается исторический музей. В порту Пальмы вам предложат всевозможные прогулки по воде. Они отличаются по длительности, сервису и стоимостью. Я взял часовую экскурсию на маленьком кораблике, который прокатил нас по окрестностям порта Пальмы де Майорка, и мы смогли полюбоваться видами на город с воды, а также увидеть громадные круизные лайнеры. Крепость Кап-де-Пера находится в юго-восточной части острова, в городе с одноименным названием. На ее территории можно увидеть остатки жилых домов, небольшую церковь и несколько башен. И на самом высоком месте вам откроются великолепные панорамные виды. При хорошей погоде можно разглядеть соседний остров Минорка. Видео о Минорке вы можете посмотреть по ссылке на экране или в описании к видео. Посещение крепости с уверенностью, можно сказать, разнообразит ваш отдых. Драконьи пещеры известны своими огромными подземными залами с висящими сталактитами, а также красивейшим подземным озером. Осмотреть все пещеры займет у вас приблизительно 1 час, и в конце вас ждет сюрприз. В темноте по подземному озеру плывут слегка подсвеченные лодочки, и на них музыканты играют нежную музыку, создавая незабываемую атмосферу. Пальма де Майорка – это удивительно красивый город в сердце Балеарского моря. Она была основана римлянами до нашей эры. После римлян на остров пришли византийцы и оставили свое культурное наследие.
Город переживал нападение африканских племен, которые бесконечно разоряли столицу, но в конце концов пришел король Арагона, и остров был присоединен к Испании. Современная столица – это рай для туристов. Прогуляться по исторической части города, заблудиться в тихих и узких улочках, отобедать в ресторане или полюбоваться Пальмским собором, вздымающимся в небо и поражающим внутренними убранствами – все это малая часть того, что может предложить город. Сойер – это маленький городок, окруженный горами, который вы проезжаете, направляясь к морю в порт де Сойер. Тихая и уютная атмосфера воспринимается очень по контрасту с другими городами. Здесь можно переночевать, так как это намного дешевле, чем в порту, да и атмосфера располагает. Порт де Сойер – это портовый городок, находящийся в 5 минутах езды от Сойер. Здесь великолепная тихая лагуна, позволяющая наслаждаться спокойным теплым морем, а вода просто божественная. Потрясающие виды, набережные с кафе и ресторанами. Сюда, из столицы, вы также можете приехать на туристическом поезде, следующем через уникальные майоркинские ландшафты. Если вы любитель небольших походов и фанатеете от неземных видов, то вам однозначно сюда. В часе ходьбы от центра порта де Сойер находится смотровая площадка Торре Пикада, откуда открываются бескрайние морские ландшафты и не менее впечатляющие виды на портовую бухту. Кто-то выбирает коктейль, бургер и шезлонг, а что выберешь ты? Вальдемосса – город романтики и естественной красоты, расположенный на севере острова и имеющий в прошлом большое французское влияние. Это город, в котором жил композитор Фредерик Шопен со своей спутницей Джордж Санд. Горные ландшафты, в которых живет город, улочки с висящими на стенах цветочными горшками, музей Шопена обязательны к посещению. Зрелищный, уникальный, несравненный Эсколомер – название самой известной смотровой площадки на Майорке, и это, безусловно, одно из важных мест, которые вы должны посетить хотя бы раз на острове. С вершины впечатляющей скалы в самой северной части горного хребта Сьерра де Трамонтана открывается один из самых захватывающих видов на Майорке – настоящая открыточная панорама, которую никогда не надоест фотографировать.
Порт Алькудия и Алькудия – благостные городки в северо-восточной части острова, предназначенные для более комфортного и спокойного семейного отдыха. Там есть буквально все, чтобы удовлетворить любые потребности отдыхающего. Гора Талая – это топ-1 в моем списке. Это самое душевное и красивое для меня место на острове, с которого открываются, даже не знаю как сказать, бомбические виды на море и на заливы. Там на вершине ты чувствуешь себя частью этого огромного мира, этой прекрасной природы, красотой которой нам дано наслаждаться просто так. Часть пути можно проделать на автомобиле, потом около часа пешком в одну сторону. Поверьте, это того стоит. Поэтому я побывал там уже 2 раза. Полный фильм о Майорке смотрите по ссылке на экране или в описании к этому видео. Ну а мы заканчиваем. Если вам понравилось, ставьте лайк и подписывайтесь. А если вы знаете другие красивые места, пишите их в комментариях, это будет полезно для всех зрителей. Пока-пока!